Все проблемы мы обычно ищем в детстве. С детством у Ивана было непросто. «Ты чьих холоп будешь?» – спрашивает Иван Васильевич. У Шпака. «Чей холоп?» – спрашиваю. При Грозном происходит Первый Земский собор. Этой традиции будет потом несколько столетий. Неоднократно после этого возглавлял отряды русской армии. Ну и, кстати, храбро воевал в Ливонскую войну. Последний казанский хан на русской службе. Одновременно с опричниной происходит в Париже преснопамятная Варфоломеевская ночь. Оценки разные, но убито не менее 3000 гугенотов за одну ночь в столице. Началась изнурительная, более 25 лет, война с коалицией союзников. Пришлось воевать, как бы сейчас сказали, с частью НАТО. Боевой конь настоящий мог стоить и 15 рублей, а бывало и 20. Ну, конь – это майбах. Разрывались пушки при стрельбе, если их не охладить. Охлаждали водой с уксусом. Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш небольшой курс обзорных лекций, в котором мы попытаемся рассказать, как собралась русская земля, как образовалась самая большая страна на планете и самое большое государство в истории. На момент смерти Ивана Грозного территория России увеличилась приблизительно в 2 раза. В целом, наконец, правление Ивана Грозного к России присоединяется целиком окончательно Пермский край, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, я говорю современными категориями, чтобы легче было понять, как это на карте, Мариэл, Чувашия, Саратовская, Самарская, Волгоградская, Астраханская, Тюменская области, ну, частично Курганская, Челябинская и частично Западный Казахстан. Остается только одно неподконтрольное ханство, осколок Золотой Орды, ханство Крымское. Соответственно, оно контролирует помимо Крыма еще и часть территории современной Новороссии, Краснодарского края, побережья Черного моря. Западная граница со Швецией и образовавшимся новым государством конфедеративным Речью Посполитой, я сделал паузу перед тем, как правильно произнести название этого государства, потому что сделаю здесь небольшое отступление. Вы должны понимать, о чем идет речь. Был династический союз между Великим княжеством Литовским и Польшей, или Польской короной. В состав Польской короны входила часть современных белорусских земель, современных украинских земель. Ну, само слово «Украина» тогда носило географическое, негосударственное понятие, и относилась Украина, мы об этом поговорим подробно попозже, к любым окраинам русского государства. Поляки тоже могли называть это Украиной, только это были окраины польского государства. В разгар Ливонской войны 1569 год происходит, наконец, формальное объединение этих территорий Великого княжества Литовского и Польского королевства в объединенную конфедерацию, хотя у каждой из частей этой конфедерации останется отдельная армия, отдельный бюджет, отдельная административная система, то есть это будет что-то типа Союза России и Белоруссии современного. И союзное государство наречется следующим образом. Жечь Посполита, короны Польской и Великое княжество Литовского. Что такое Жечь Посполита? Никакого отношения к речи это не имеет. По латыни «рес публика». «Рес публика» ни на один язык не переводится. Мы все используем «Республика Российская Федерация», «Советская Республика». Мы везде используем прямое латинское звучание этого понятия. Но поляки зачем-то перевели его на польский. И это стало звучать «республика». По латыни, напомню, это общее дело, либо общая вещь. Республика стала звучать как «Жечь Посполита». Общее дело польской короны и Великого княжества Литовского. Сокращенно просто общее дело. Или по-польски «Жечь Посполита». В русской вариации почему-то «Речь Посполита». Иногда еще «Речь Посполитая» у нас звучит, но это не прилагательное, это часть одного слова, ну, точнее говоря, одного понятия. Наша западная граница теперь граничит с объединенным государством, огромным государством от Балтики до Черного моря. Жечь Посполита и Швеции.
Практически без изменений, несмотря на неудачный исход Ливонской войны. Нам пришлось согласиться на оккупацию части Балтийского побережья с исконно русскими крепостями. Ивангород, основанный Иваном III, напротив Нарвы. Яма, современный Кингисепп. Копорье и старый русский город Карелы, современный Приозерск. Вот эти крепости шведы захватили западное побережье Ладоги, между Ладогой и Балтикой. Теперь внимание! Когда мы говорим с вами, что там советско-финская война, 39-40 год, мы агрессивно напали на исконно финские земли, и что-то там, значит, Сталин, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда на север, в целью безопасности Ленинграда занял финские территории. Друзья мои, откройте учебник истории для младших классов. Никаких шведов никогда там не было. Это русские новгородские земли с русскими городами с самого начала, которые защищали наши предки еще во времена Ивана Грозного. Что оставалось после Ливонской войны за нами? За нами остался узкий коридорчик, то есть все-таки выход к морю был последний, от устья реки Сестра, это там, где сейчас город Сестрорецк, курортный, рядом с Петербургом, и вниз до устья реки Малая Стрелка. Там сейчас Константиновский парк, Стрельня. Примерно побережье в пределах современного Питера. Вот, исторически наша земля. Поэтому, когда Петр I основывал Питер, он основывал его на исторически русских землях, оккупированных Швецией. Сражаясь за нашу Балтику, он возвращал русские новгородские земли. Не забудем это. Россия после Ливонской войны не соглашается признать захват наших крепостей. Перемирие подписывается по принципу «кто чем владеет на момент перемирия». Современно звучит. Для шведов была принципиальная дипломатическая фишка, нам, современникам, непонятная. Дело в том, что русские цари отказывались подписывать вообще со шведами какие-то бумаги, потому что шведы им не ровня. Исторически со шведами, там, датчанами всякими, все бумаги подписывались исключительно на уровне Новгорода. Ну, понятно, что шведов это бесило, и они требовали переговоров напрямую с Москвой. Наши, используя их амбицию в свою пользу, говорили: ну хорошо, если вы будете хорошо себя вести, мы согласимся подписать с вами договор на уровне Москвы, на уровне государя. Но сначала верните нам крепости, города, а там рассмотрим. Перемирие соблюдалось плохо. Пограничное население в том районе было русское, причем с обеих сторон. Оно там через границу плохо обозначено уходило туда-сюда. Не хотело факт захвата своих городов шведами признавать. Налоги не платили шведам. Постоянные стычки. Кстати сказать, сами шведы никогда не считали, что война Ливонская закончилась у русских тогда поражением, подписанием этого перемирия. Это в наших учебниках почему-то мы все время прибедняемся. Чтобы Грозного, наверное, все-таки сделать пораженцем, мы говорим, что Ливонскую войну он проиграл. Нет, в шведских учебниках годом окончания начатой Грозным Ливонской войны год 1595. Внимание, это спустя 9 лет после смерти Грозного. В этом году был подписан мир, 37 лет шла война. Подписан уже со стороны России, когда царем является Федор Иоаннович, и когда Россия вернула себе все территории. Все вернула, что потеряла в Ливонскую войну. Все это вместе шведов окончательно унизило, и они хотят реванша. Вот такая геополитическая ситуация накануне смуты. Смутой у нас называют тяжелейшие бедствия, постигшие страну в начале 17 века. Такой системный кризис. Война всех против всех. Мы отмечаем 4 ноября День народного единства, праздник, который плохо приживается, скажем откровенно, в нашем историческом самосознании. И мы, в общем, не понимаем, что в этот день произошло. Тогда спасение государства, спасение страны удалось только благодаря единству, вот главное слово, проявленному всеми сословиями и всеми этносами. Страна сохранилась не благодаря союзникам, у нас не было ни одного союзника, никаких.
ни западных, ни восточных. Только благодаря тому, что народ самоорганизовался и справился с постигшей страну смутой и иностранной интервенцией. Это была настоящая иностранная интервенция. Это были не только поляки. Кстати, тогда поляков звали литовцами. Это был общий термин для всего этого разноплеменного сброда, которого жажда наживы привела под знамена самозванцев, под знамена польского короля. Литовцы, которые засели тогда в Кремле, то же самое, что армия 12 языков Наполеона. По сути, объединенное европейское войско, ну, не хочется говорить штампами, ну, скажу штампом. Вот такой коллективный Запад той поры. Ну, не весь, конечно, Запад, часть. Термин «смута» не передает всех оттенков происходящего тогда. Это была большая, многолетняя гражданская война. Гражданская война после революции 17 года – это вторая гражданская война в России. Это вторая смута. Страна, территория страны, общество было расколото. Было правительство Бориса Годунова, избранного царя на тот момент. Было правительство Лжедмитрия I, претендента на престол. После Бориса Годунова, когда царем станет Шуйский, будет несколько правительств. Будет правительство Лжедмитрия II, Тушинского вора. Будет третий центр силы. Король Речи Посполитой Сигизмунд III, осаждающий Смоленск. И те русские, которые его признают. У каждого из этих центров силы будут свои соперничающие институты управления. Там, 2 боярских думы, например, будут. Будут разные приказы. Разные цари будут назначать разных воевод в одни и те же города. Значит, о конкретных причинах смуты. Самое первое и очевидное: прервалась правящая династия. Династия московских Рюриковичей, которые 300 лет собирали русские земли, пресеклась. Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, правил долго, но правил бездетным. Когда к нему на смену пришли, ну, начнем с правления Бориса Годунова. Образ его наиболее яркий создан в гениальнейшем произведении, в лучшем произведении Пушкина, на мой взгляд. Борис Годунов, его просто надо читать, разбирая на цитаты. Борис Годунов на царство выбран. В результате, ну, максимально, насколько тогда возможно, всенародных выборов. Делегаты съезжаются со всей земли, от всех сословий, ну, исключая, естественно, крепостных крестьян и холопов, от всех свободных людей. В Москве голосуют, обсуждают. Это конкурентные выборы. Главный конкурент на выборах в финале – другой боярин, Романов. Это будущий патриарх Филарет, отец будущего первого царя Михаила Федоровича Романова. Романов проигрывает выборы Борису Годунову. Отсюда романовская версия истории. Мол, Годунов победил на выборах нечестно, фальсифицировал, дорогу к финалу проложил себе убийством царевича Дмитрия, которая темная история, не обсуждаем сейчас. Если бы не было ничего этого, если бы Романова избрали на царство, то никакой бы смуты не случилось. На мой взгляд, шансов избраться у Романова было 0, потому что Годунов все контролировал. Он возвысился в первую очередь родственными связями. Жена царя Федора Иоанновича, Ирина, родная сестра Бориса Годунова. Годунов еще до этого при Иване Грозном уже входит в самый ближний круг при царе. Вроде бы опричник, он поднялся там тогда в опричщину, но особо кровью себя не заморал. Доверенное лицо, но отторжение у элит, обиженных, униженных и растоптанной опричщиной, вот такого имиджа, как у Молитвы Скуратова, у Годунова нет. При Федоре Иоанновиче Годунов просто полноценный глава правительства. Более того, тогда списка Forbes не было, но иностранцы все в один голос, которые жили в то время, называли Годунова самым богатым человеком государства. Царю принадлежит все. Ну вот после царя второй человек по богатству. Как премьер-министр он довольно эффективно работал. Он занимался восстановлением страны, вот после Ливонской войны, после опричнины. Он поощрял освоение Сибири, оно активно шло. Он развивал торговлю. Он активно приглашал иностранных специалистов в Россию. И, кстати, был первым, кто направил наших отроков, боярских, детей, молодежь учиться за границу. И вот дальше начинается фантастическая череда чудовищных совпадений. Борис Годунов избирается на царство в 1500
1898 году. И через несколько лет чудовищный голод 1601-1603. Причиной называют климатическое похолодание. Все это накладывается на последствия войн, падение экономики. И даже расширение страны тоже стало отрицательным фактором, потому что многие крестьяне уходили на новые территории, уходили в Поволжье, в Сибирь. Годунов пытается регулировать цены, не получается. Те, у кого есть хлеб, прячут, пытаются перепродать подороже. Ну, в общем, все как в 1917 году. Он хотел быть добрым правителем. Он не хотел объявлять новую опричнину. Он решил пойти по пути социальной поддержки населения и стал раздавать запасы. Госрезервы сконцентрированы в Москве и окрестностях. В Москву бросился голодающий народ со всей страны. И не рассчитали. В Москве начался тоже сначала голод. Говорят, что в Москве похоронено было в эти годы более 100 тысяч человек. Это если взять пропорцию населения, то гибель населения в Москве, не только москвичей, но и вот этих пришлых, которые съехали со всей страны, это больше, чем в блокадном Ленинграде. Но потом начался разбой, все против всех. Годунов поднимает всех, кого может, и стрельцов, и армию, чтобы навести порядок. И, наверное, навел бы, справился бы с этими бандами, но тут грянул гром. В Речи Посполитой объявляется младший сын Ивана Грозного, чудесно выживший царевич Дмитрий. Дело в том, что слухи о чудодейственном спасении Дмитрия, самозарезавшегося, появились не тогда, а раньше. В 1598. Появились тогда, когда шли выборы. Слухи о спасении были элементом предвыборной борьбы. И распространяли эти слухи, как вы понимаете, представители Романовых. Так что эта легенда сильно опережала самозванца Гришку Отрепьева. Будем исходить из того, что это именно он. Самозванцу поляки дали небольшую армию, примерно 3000 копий. Народ после всех кризисов и голода не воспринимал Годунова как легитимного правителя. Плюс ко всему Годунова хватил удар. Поднимался на Ивана Великого, стало плохо, сердце, умер скоропостижно. Началось какое-то массовое помешательство. В Москве стали распространяться так называемые призывные или подстрекательские грамоты от самозванца. Власть не поддерживает ни народ, ни войско, ни элита. То есть предали все. Сначала предали руководители армии, высланные новым царем, сыном Годунова. Федор отправляет огромную армию во главе с князем Голицыным и самым верным воеводой, соратником своего отца Басмановым, навстречу самозванцу. И далее читайте Пушкина. Руководство армии переходит на сторону Лжедмитрия перед битвой, а вслед за ним и вся армия. Объединенное войско движется на Москву, но Москву не штурмует. Лжедмитрий останавливается, не доходя до города. Прибывают посланцы, которые мутят народ совершенно в открытую, читают вот те самые грамоты призывные. Казаки, неизвестно откуда взявшиеся, врываются в тюрьмы царские, открывают темницы и выпускают оттуда ранее захваченных в ходе войны сторонников Лжедмитрия, которых всех зачем-то не казнили, опять же, по доброте душевной, зачем-то привезли всех в Москву в одно место, убивают царя Федора, который не проправил и нескольких месяцев, убивают его мать, царицу, и открывают Лжедмитрию ворота. Самозванец становится царем. Гришка Отрепьев, кто он, происхождение мутное, холоп боярина Романова, не митрополита будущего Филарета, о котором мы говорили, а его брата. И Годунов, победив на выборах, не казнит Романовых, он их просто отправляет в опалу. Этот холоп стрижется в монахи, но не абы в какие монахи, а монахи Чудового монастыря. Это расположен в Кремле, Чудов монастырь, тот, который потом взорвут в 30-е годы при Сталине. И вот он, как монах Чудового монастыря, в окружении патриарха присутствует на заседаниях Боярской думы, много чего слышит, много чего знает. Потом бежит в Литву и спустя какое-то время всплывает там, как чудом спасшийся царевич Дмитрий. Есть версия, что все это синициировано Романовыми, вся эта интрига. Не знаю. Лжедмитрий много чего наобещал в Польше. И когда он уселся на троне, пришло время расплачиваться с кредиторами. Мнишеку и его семейству обещал отдать
Черниговщину и Северские земли. Это вот там сейчас часть Украины, часть Белоруссии. Отдельным пунктом, что удивительно, он пообещал отдать ему все столовое серебро из царской казны. Пообещал, естественно, еще жениться на дочери Мнишека Марине. После свадьбы самозванец обещал передать жене вечный удел, по сути, вечную собственность, Новгород и Псков. Польскому королю Сигизмунду Лжедмитрий пообещал Смоленску, что, так сказать, навсегда отдать. Римскому папе, естественно, Лжедмитрий пообещал подчинить русскую церковь Риму. Кстати, с этой целью он там тайно в Польше принял католицизм. Обещаний было так много, что сам самозванец не верил в то, что когда-то ему придется всех выполнять. К слову сказать, он их и не выполнял. То есть от слова совсем. Усевшись на троне, он даже жену свою католичку в Москву звать не спешил. Спустя почти год он пригласил в Москву и Мнишека с дочерью обвенчаться по православному обычаю, ну и венчать ее на царство. Приехали вместе с ними поляки многочисленные, иноземные гости. Ну, погуляли, как положено у нас на свадьбе, венчали Марину. Свадьба закончилась плохо. Поляки вели себя, ну, там и те, кто были с Лжедмитрием, вели себя не очень, мягко говоря. А те, кто упились и объелись на свадьбе, загуляли совсем. К москвичам относились как к своим слугам, рабам, жен насиловали, дома грабили, постоянные пьяные драки. 500 заносчивых гостей и самых заметных персон, да и простых шляхтичей было просто москвичами зарезано. Труп самого Гришки 3 дня валялся на Красной площади. Не на брусчатке, не подумайте, нет. Очень аккуратно на рыночном прилавке. Там же все-таки торговые ряды были. Слух выслали обратно в Польшу. Знать, включая официальных послов Жечи Посполитой, да и самого Мнишека, новое правительство князя Шуйского посадило под арест. С выборами не заморачивались, не до этого было. Шуйского просто выкрикнули на царство, на площади. Там собрали народ. Кого царем? Агенты Шуйского стали кричать: «Шуйского царем! Шуйского!» Народ в единодушном порыве поддержал. Единственный случай в нашей истории, когда вот царя выкрикнули на царство. Но, увы, к гражданскому замирению это не привело. Главную опасность представляло из себя восстание, условно называемое по имени одного из его предводителей, Болотникова. Болотников со штабом сел в Туле. В Туле был очень мощный Тульский Кремль. Шуйский, чтобы справиться с Болотниковым, провел полную мобилизацию и организовал на Тулу царский поход. Кремль взять войско с налету не могло. Ну, Шуйский был парень изобретательный, соорудил плотину, и Кремль затопил. Повстанцы капитулировали. В 1607 появляется новый самозванец Лжедмитрий II. Их на самом деле было с десяток. Я вам только про главных рассказываю. В народе его называли Тушинский вор. Ну, не в смысле, что он что-то украл. В его армию, в ней там были опять польские отряды, литовские отряды, казаки, болотниковцы, которые не присягнули Шуйскому. Собралось некое войско. Остановить его Шуйский не смог. Они все дошли до Тушина, предместья Москвы, и там остановились лагерем. В итоге 2 столицы, Тушина и Кремль, 2 царя, у каждого своя боярская дума. Знатные фамилии не знают, кому присягать. Некоторые ездят туда-сюда, так сказать. Там что-то попросят, здесь что-то попросят. Войска, отряды Лжедмитрия II орудуют по всей стране. Они осадили Нижний Новгород, Казань, Смоленск, Коломну, Троице-Сергиевый монастырь. Полыхает везде. Поляки тем временем нашли эту Марину Мнишек, привезли ее в Тушино. Она признала Лжедмитрия своим чудесно спасшимся мужем, Лжедмитрием I. Туда же в качестве пленника доставили еще и митрополита Филарета Романова и провозгласили его патриархом. Василий Шуйский решился на отчаянный шаг. Договорился со Швецией. Шведы пообещали дать небольшую армию, всего-навсего 5000 профессиональных наемников. Видите, цифры тогда были ничтожные, власть слабая. Взамен Шуйский пообещал ратифицировать мирный договор со Швецией, который подписал еще Федор Иоаннович,
15 лет назад, добавив туда специальный секретный протокол, согласно которому он обещал передать шведам в вечное владение город Карелас с окрестной волостью, то есть тот самый Приозерск, исконно русский. Армия Скопина, собственно, ядром которым являлся так называемый иноземный шведский корпус под командованием шведа де Лагарди, двинулся к Москве изгонять Тушинского вора. К этому времени наконец-то созрел и польский король Сигизмунд. До этого поляки, польская шляхта воевала как за Лжедмитрия I, так и за II, как бы инициативно, добровольно, без королевского соизволения. Состояния войны между Речью Посполитой и Москвой не было. Сигизмунд обвинил Россию в подписании договора со шведами. Но, казалось бы, какое ему до этого дело? И объявил войну. Понятно, что главная причина была простой. Пока Лжедмитрий, Тушинский вор, сковывает войска Шуйского у Москвы, решил, что самый правильный момент нанести по Московии удар. Переходит границу и осаждает Смоленск. Тем временем Скопин-Шуйский, наш молодой талант военный, с армией приближается к Москве. По пути он громит всех, кто ему попадается по дороге, болотниковцев, мятежников. Узнав об этом, кстати, сам Лжедмитрий II не выдержал, нервы у него не выдержали, сбежал из Тушина в Калугу, там заперся. Тушинский лагерь распался, и в итоге образовалось уже несколько центров. Лжедмитрий в Калуге, Шуйский в Москве, Сигизмунд под Смоленском. Корпус Скопина победоносно вступает в Москву. Вроде как опасность от Лжедмитрия снята. Скопина чествуют как освободителя Москвы, хотя заблокирована Москва не была. И вот тут, на дружеской вечеринке, считается, что жена Дмитрия, наследника, дала кубок вина молодому популярному полководцу-избавителю Москвы Скопину. И, по свидетельству очевидцев, он не успел поставить кубок на стол, как у него пошла кровь одновременно из носа, из горла. Да, в общем-то, отравители особо не таились. Иностранцы прямо пишут, что Скопина приказал отравить сам царь. Дмитрий Шуйский, подальше от гнева москвичей, тут же возглавил экспедиционный корпус и быстро-быстро-быстро пошел к Смоленску, освобождать Смоленск. Натолкнулся на поляков, потерпел сокрушительное поражение и был разбит. Остается один только шведский корпус того самого де Лагарди. И выясняется самое интересное, что, оказывается, у командующего шведским корпусом наемниками де Лагарди была секретная инструкция от шведского короля. Если вдруг окажется, что Москва войну проигрывает, не стоять за них до последней капли крови, а немедленно отскочить, уйти на север и взять под контроль новгородские земли с целью присоединить их к Швеции. Шведские наемники бросили столицу и ушли на город завоевывать Новгород. Василий Шуйский, будучи Рюриковичем, князем, много лет интриговавшим, стремившимся к власти, оказавшимся, наконец, на самой вершине, конечно, совершенно не походил ни характером, ни харизмой, ни талантом на своих предшественников. Когда со всех сторон навалились проблемы, собрались бояре и свергли, объявив, что более тебе на царстве не бывайте. Шуйский был пострижен в монахи. Впервые в нашей истории столица оказалась вообще без законной власти. Образовался Временный комитет, тот, который мы называем «семибоярщина». Термин этот возник несколько позже, уже в художественной литературе. Но там действительно было 7 знатных представителей боярских родов. Такой временный регенский совет внутри Боярской думы, который думал, в общем, где взять царя. Как-то неправильно без него. С юга Лжедмитрий II в Калуге. С запада подходят польские отряды уже к городу. В городе волнение. По всей стране множество самозванцев. Вообще общее количество самозванцев, я так посчитал, где-то около 20. Имена которых нам известны. Часть из них, по-моему, то ли 5, то ли 6, были казнены в Тушино
вставки Лжедмитрия II. Вы не поверите, Лжедмитрий II боролся с другими Лжедмитриями, а также там были еще Лже-Иваны, Лже-Федоры, кого там только не было, отлавливал их и вешал. И в этих условиях, значит, члены нашего временного правительства не придумали ничего иного, как в известном анекдоте Кац предлагает сдаться. Сдаться решили польскому королю Сигизмунду, но на почетных хитрых условиях. Наша Боярская дума соглашалась с тем, что новым русским царем станет сын польского короля Сигизмунда Владислав. Ну, для понимания, Владислав там где-то в Польше, ему 15 лет от року. Но несколько условий. Во-первых, будет прекращена война. Все, значит, мир без аннексии и контрибуций. Польское войско уходит из-под Смоленска обратно домой. Во-вторых, это важно по тем временам, наверное, это самое главное. На Руси сохранится православная вера. Более того, сохранится запрет на строительство еретических католических храмов, на проповедь по католическому обряду, то есть это будет сугубо православная страна, сугубо православная власть. И, конечно, королевич Владислав примет православие, как и должно русскому царю. Далее подтверждалось в этих грамотах договорных, которые представители семибоярщины подписали. Кстати, подписал с польской стороны эти грамоты, или договор, назовем это так. Подписал не сам король Сигизмунд, это важно. Подписал гетман польский. Не буду вам называть его фамилию, чтобы не путать. Известная историческая фигура, посмотрите в интернете. Польский гетман был гибким политиком, кстати, и хорошим военным. Он разгромил меньшим отрядом своим в свое время Дмитрия Шуйского, помните, который пошел освобождать Смоленск. И вот этот гетман, он такой был в статусе Георгия Константиновича Жукова в годы Великой Отечественной войны, он от имени Речи Посполитой подписывает этот временный договор с Боярской думой, с представителями знати. Самое главное. То, о чем у нас в учебниках школьных не говорят совсем, а зря. Семибоярщина выторговала себе особые условия. Королевич приглашался на условиях де-факто ограниченной монархии. То есть примерно так же, но только сформулировано все, естественно, в духе того времени, было более коряво, путанно и непонятно, но примерно на тех условиях, на которых впоследствии члены Верховного Тайного Совета пригласят Анну Иоанновну на престол. Помните? То есть было написано, что новый русский царь Владислав не имеет права не казните, в заточение не засылате, вотчин и поместье не отымате, без приговору и совету бояр и думных людей. Понимаете, к чему шло? К британского образца почти конституционной монархии. Только без британского образца парламента, но у нас был свой опыт, у нас был Земский собор, который суть есть те же самые французские генеральные штаты. Всесословно представительный, совещательно, законодательно предлагающий орган. Жители Москвы, кстати, присягнули на этих условиях в Успенском соборе, делегаты присягнули королевичу Владиславу. И, как любят говорить некоторые современные историки либерального направления, и тут с ними я не спорю, вот это был момент очередной исторической развилки. Вот это был момент возможного, я не говорю, что хорошего, потому что неизвестно, чем бы это закончилось, но возможного такого европейского выбора, превращения русского государства из самодержавной, централизованной монархии в некое государственное образование, более близкое по своему строению Британии в хорошем случае или Речи Посполитой в плохом случае. Когда гетман, подписавший этот договор, прибыл в лагерь к Сигизмунду, он был подвергнут обструкции. Что-то там русским наобещал, московитам. Что значит, мы не пустим польскую правильную католическую веру к ним, схизматикам? Какое там самоуправление по русскому образцу? Править будем так, как положено у нас. К Сигизмунду прибыло, кстати сказать, еще и большое посольство из Москвы. Подтверждать, ратифицировать этот договор. Во главе посольства уважаемые люди. Патриарх нареченный Филарет Романов, князь Голицын, представитель Боярской думы,
польский король Сигизмунд все наше посольство просто арестовал и взял в заложники. Де-факто подписанный договор дезавуировал. Осаду снимать со Смоленска, выводить армию отказался. Сказал, что требует капитуляции, так сказать, полного взятия города на щит. Ну, понятно почему. Потому что Сигизмунд был должен денег собственному войску и собирался отдать им богатый Смоленск на полное разграбление. Уходить без денег он не хотел. Ну и было совершенно очевидно, что он не будет выполнять пункты этого договора, потому что он не послал в Москву своего сына Владислава. Он тянул и, судя по всему, хотел стать русским царем сам, при этом включив русское государство в Речь Посполитую, присоединив его к Польше, так же, как Польша, по сути, ну, как бы это красиво ни называлось, но кооптировала в себя в свое время Великое княжество Литовское. Тем временем польские гарнизоны заходят в Москву. Ну, казалось бы, это союзная армия, то есть они заходят в город, чтобы обеспечить порядок и помочь управлять городом, разобраться с иными мятежниками, со всякими там Лжедмитриями и прочими ворами, которые крутятся вокруг столицы. Ничего этого польские отряды не делают. Вместо этого они выгоняют из города всех стрельцов. Как в кино Иван Васильевич меняет профессию, стрельцов рассылают по дальним гарнизонам. Все караулы в Кремле, в Белом городе, Китай-городе только интервенты, то есть только поляки, литовцев, сброд со всей Европы, который входил в состав этих отрядов. В польском сейме обсуждается тем временем этот вот парафированный мирный договор. Тоже назывался он о вечном мире. У нас каждый договор с Польшей всегда о вечном мире на вечные времена. Вот они обсуждают этот парафированный договор о вечном мире и говорят, а что тут? Тут нечего ратифицировать, нечего подписывать. Я цитирую. «Московиты у нас в руках. Москва будет польской». Зачем это все? Я напомню, что в конце предыдущего 1610 года патриарх Гермоген, настоящий патриарх, Филарет – это Тушинский патриарх, неизбранный, отказывается благословить решение Семибоярщины присягнуть Сигизмунду. Более того, он рассылает письма по всем крупным городам, освобождает паству всех людей православных от присяги королевичу Владиславу. Призывает, не поверите, к оружию, к вооруженному выступлению, всем собираться русским православным людям и идти на литовцев, их называли тогда литовцами в основном, в Москву. Как только об этом становится известно в Боярской думе, мятежного патриарха под белые ручки, под арест в подвал. Но этот мужественный поступок патриарха, заморенного голодом, как говорят, всколыхнул русскую землю. И памятник патриарху Гермогену вы можете увидеть сегодня недалеко от Кремлевской стены, вот, в Александровском саду. Пойдите, поклонитесь этому выдающемуся человеку. Потом будет стихийное выступление москвичей весной 611 года против литовцев и поляков. Поляки просто сожгут весь город за пределами крепостных стен, сожгут все посады. Тяжело раненого князя Пожарского, командовавшего одним из отрядов восставших, без сознания вытащат москвичи на себе, отвезут в имение. Дмитрий Пожарский еще очень пригодится русской истории. Потом произойдет уникальное явление самоорганизации русской земли. Казалось, на внешнем периметре все плохо. Наконец, в июне 1611 года падет Смоленск. После почти двухлетней беспримерной героической обороны. Я не буду вам рассказывать об обороне Смоленска, потому что я могу говорить об этом часами. Знаете, у меня есть книга историческо-приключенческий роман с легкими элементами фэнтези. Называется «Стена». Почитайте, там расписано это довольно подробно. Если отсечь все фантазийные штрихи, то он базируется на реальных летописях, документах, на реальной исторической правде, и даже фамилии героев в основном совпадают. Мы потеряли Смоленск. Армия Сигизмунда, разграбив город, дальше на Москву не пошла, потому что, ну, видимо, дальше денег не хватило. Решил с триумфом и с пленным воеводой смоленским Шейном Сигизмунд вернуться обратно домой. Это была большая ошибка с его стороны. Параллельно второй удар нам наносит Швеция. Тот самый нанятый нами же правительством Шуйского корпус де Лагарди, 5000-й, подошел тем временем к Новгороду и после
непродолжительного противостояния, даже не буду называть это штурмом, овладел городом, предместьями, и в условиях распадающейся страны новгородская знать подписывает сепаратный договор, присягает на верность одному из сыновей шведского короля как государю новгородской земли. Тоже непонятный статус, то есть вроде как Новгород не становится частью Швеции, но вроде как уже и не русский. У него какой-то отдельный государь, шведский королевич. Первое стихийно возникшее после призывов Гермогена ополчение, которое возглавит рязанский дворянин, патриот Липунов, не имеет успеха. Войска Липунова частично остановлены, частично рассеяны. Сам он убит в результате заговора. Казакам, которые составляли существенную часть войска Липунова, подбросили какие-то странные грамоты, что якобы Липунов собирается их всех извести, ночью дать приказ всех казацких атаманов зарезать, там устроить там ночь длинных ножей. И казаки сами взяли Липунова на ножи. В общем, казалось бы, все плохо. Но нет. В это же время в Нижнем Новгороде инициативно снизу формируется второе ополчение под руководством того самого Минина и Пожарского. Это второе ополчение постепенно движется к Москве. Восстанавливается структура государственного управления. Собирается так называемый Совет всея земли. Это большой выборно-представительный орган, где представители разных городов, территорий формируют временное новое правительство, формируют новые приказы, осуществляют сбор налогов и даже чеканку монет с профилем старого доброго царя Федора Иоанновича. Восстанавливается, по сути, параллельная система управления снизу. Ополчение шло к Москве долго, но, как всегда бывает в истории, вы знаете, тут как в кино, как в боевике, когда все нагнетается, а потом в одну секунду все должно решиться. В это невозможно поверить в те страшно медленные, неторопливые времена, где нет современных дорог, ни средств транспорта, ни коммуникаций, ни средств связи. Наше ополчение двигалось к Москве, Минина и Пожарского. Параллельно поляки направили корпус гетмана Хаткевича на подмогу польскому гарнизону в Кремле. Гетман Хаткевич, помимо большого вооруженного войска, вез еще обозы с оружием и, самое главное, продовольствием. И вот основные силы Пожарского опередили Хаткевича всего на сутки. Получилось, Кремль окружен, блокирован войсками Пожарского, а войска Пожарского подпираются гетманом. И дальше в центре Москвы ожесточеннейшее трехдневное сражение. Поляки Хаткевича пытаются пробиться в Кремль, а из Кремля польско-литовский гарнизон совершает вылазки, пытается деблокировать окружение. Самые кровопролитные бои развернулись в районе станции метро Третьяковская. На каком-то этапе войска нашего ополчения, забыв все распри, конфликты разных командиров, объединились с остатками отрядов первого ополчения, того самого Липуновского. Они подошли на подмогу, очень помогли Минину и Пожарскому. Но самый поразительный момент, когда основной отряд Хаткевича прорывается уже к Кремлю, уже где-то в районе Остоженки-Причистенки, ну там километр, меньше, наверное, до Кремля, происходит невероятное. Нам это невероятным не кажется, но по меркам того времени это что-то было за гранью вообще. Есть большой отряд, порядка 500 сабель дворянской конницы. Это закованные в железо опытные профессиональные всадники. Профессиональная поместная конница, которая формировалась у нас еще со времен Ивана III и была главной ударной силой русского войска. Но у этого отряда большого нет командира. И тогда купец Минин, выполнявший во втором ополчении функции казначея, завхоза, начальника налоговой службы временной. Ну, купец Минин, он для дворян никто. Пустое место, смерть. Купец Минин взлетает на коня и приказывает отряду дворянско-боярской конницы ударить встречно на прорывающихся поляков Хаткевича. И все 500 ратников, закованных в железо, как один бросаются контрудар вслед за ним. Хаткевич отброшен. Весь обоз, все продукты, оружие, боеприпасы, все досталось армии Пожарского. Поляки снова блокированы в Кремле.
И дальше вопрос времени. Там скоро наступает голод. Спустя какое-то время стали есть кошек и собак. Лошадей съели сразу. Потом стали ловить мышей. Причем ценник был такой. Мышь стоила 1 злотый, кошка 5 злотых, ну а собака 10 злотых. Золотых монет. Отмечены были случаи каннибализма. Не будем считать наших противников совсем уж зверьми, нет. Живых не убивали, поедали покойников. Об этом тоже есть немало свидетельств. Злые языки говорят, что именно тогда и пропала библиотека Ивана Грозного. Пергамент, толстая кожа, которую, если разварить в кипятке, то, может быть, как-то можно и проживать. 2 ноября по новому стилю ополченцы Пожарского ворвались в Китай-город, и спустя пару дней Кремль капитулировал. Я сознательно здесь обхожу цифру 4 ноября, потому что цифра эта условна. Иногда спорят плюс день, минус 2 дня. Смута не закончилась. Она не закончится даже в феврале 13 года, когда Земский собор, самый большой, наверное, самый представительный в нашей истории, выбирает с большого количества кандидатов. Претендентов на престол было немало, даже тот самый Пожарский и Голицын. Но в конце концов выбрали молодого Михаила Романова. Михаилу Романову 16 лет, родственник последнего царя, известного Ивана Грозного, то есть родственник Рюриковичей, вне кланов, вне политики, поскольку родственники Романовых были и на стороне Лжедмитрия, и на стороне кремлевского правительства, Шуйского и Семибоярщины. Поэтому полагали, что Романов мстить никому, репрессировать не будет. Ну и, конечно, колоссальный авторитет его отца, нареченного патриарха Филарета, который в этот момент находился в польском плену. Ну, в общем, все знали, кто стоит за молодым Мишей Романовым. Так либо иначе, с его избранием смута не заканчивается, потому что продолжается еще разбойниче-казацкое восстание казаков Заруцкого. К нему попадет Марина Мнишек с младенцем. Младенца нарекут сыном царя Дмитрия Ивановича, то есть Лжедмитрия II. Заруцкого доставили в Москву, посадили на кол. 3-летнего сына Марины Мнишек тоже казнили. В чем был виноват 3-летний младенец? Страшные времена. Его повесят у Серпуховских ворот. И в историю 3-летний псевдо-Рюрикович войдет как варенок. Метро Серпуховская проходите, где-то там-то. Вскоре исчезла и Марина Мнишек. Мы судьбу этой поразительной фам-фаталь до конца не знаем. А войны продолжились. Разоренная дотла страна продолжала воевать и с Швецией, оккупировавшей, напомню вам, новгородскую землю, и с Польшей. Но вернемся к началу нашего разговора. Почему освобождение от Москвы от захватчиков в условный день 4 ноября мы празднуем именно как День народного единства? Потому что это на самом деле было уникальное, снизу возникшее в нашей стране, и только потому нашу страну сохранившее, всесословное, все вместе, от крестьян, холопов до бояр и князей. Территориальное, самых разных областей. Даже недавно, казалось бы, в историческом масштабе присоединенные поволжские земли, Казанская, Астраханская, ни одно из них не отложилось от Москвы. То есть территориальное, национальное ополчение Минина и Пожарского было многонациональным и многоконфессиональным. Москва была освобождена вместе. Этот праздник полностью оправдан и абсолютно историчен. И смысл его очень глубок и правилен. 4 ноября – День народного единства. Война с Польшей и Швецией продолжалась еще несколько лет. Самой большой опасностью стал поход уже повзрослевшего королевича Владислава на Москву в 1617-18 годах. Опасность была в том, что поляки объединились с запорожцами. Поляки подошли с одной стороны к Москве, а войско запорожцев, нанятых поляками, предводимое гетманом Петром Сагайдачным, это национальный герой теперь на Украине, так называется последний, или назывался, если он есть, последний корабль украинского ВМФ. Казаки Сагайдачного и поляки объединились, и начался страшный штурм Москвы.
Его удалось отбить, но где? Бои шли прямо на Арбате и около Тверских ворот. Чтобы выпроводить окончательно интервентов из России, польских, пришлось пойти на грабительские условия. По перемирию Польше отдали Смоленск, Чернигов, вообще всю Чернигово-Северскую землю и еще 30 городов. Это было максимальным успехом Речи Посполитой, максимальным историческим расширением. К этому моменту, вот с учетом оккупированных русских земель, площадь Речи Посполитой в 1618-19 год почти 1 000 000 квадратных километров. Это 2 современных Франции. Получилось так, что практически все территориальные приращения на Западе за 200 лет, сделанные еще со времен Ивана III, были обнулены. Еще хуже на северо-западе. Мы потеряли побережье Балтики, от Нарвы до Невы. Оно вообще никогда не было шведским. Это исконно новгородские земли. Но мы уходили, и вместе с нами уходили оттуда русские жители. Там жили русские испокон веков, они не хотели присягать шведскому королю. Можно ли было из смуты извлечь какой-то позитив для исторического развития страны? А может быть, Лжедмитрий I, если бы он закрепился на троне, он все-таки был одаренный молодой человек. Жулик и прохиндей, но одаренный. Такой, видимо, свободно мыслящий. А может быть, он бы стал сверхэффективным правителем и превзошел бы Петра Великого и поднял бы страну? Кто его знает? Сейчас очень много романов про попаданцев исторических. И вот, знаете, сюжет с Лжедмитрием I любимый. Как правило, у авторов этих романов Лжедмитрий I на самом деле наш современник. Он просто ведет себя таким образом, как современный москвич с патриарших, провалившийся в то время. Поэтому он так резко отличается от всех. А может быть, размышляют историки, исторический шанс был, когда Семибоярщина подписала своего рода кондиции с королевичем Владиславом, или хотела их подписать, они не были утверждены. И если бы королевич Владислав приехал к нам, принял православие, женился на хорошей православной девушке, обрусел бы, конечно, во втором поколении, все они были бы русскими, а его отец Сигизмунд не был бы таким, убежденным католиком, и шляхта польская не была бы столь заносчива, а вела бы себя нормально в Москве. И не было бы восстания москвичей, и не было бы второго ополчения. И, может быть, все бы наладилось, и у нас была бы монархия британского образца. История не знает сослагательного наклонения. История и ее главный двигатель народ русский. А я под народом русским, как вы понимаете, уже догадались, имею в виду всех, кто живет на нашей земле, всех, кто живет в России. Вот народ наш выбрал другой путь. Может быть, этот выбор кажется нам сегодня излишне консервативным. Опять вернулись к абсолютному самодержавию, к абсолютной монархии. В первое время еще Романовы советовались, земские соборы собирали. Дума имела большее значение намного, чем при Иване Грозном. Но народ сделал консервативный, понятный выбор. Потому что людям хотелось мира, стабильности, как сейчас говорят, традиционных ценностей православных, покоя. Людям хотелось спокойно жить, работать, делать свое дело, пахать землю, растить детей, чтобы там, в Москве, твердый православный царь, крепкий, их защищал. Чтобы вот это ужаса, который был в России 20 лет, то ужаса этого больше не было. Поэтому они хотели понятной власти, и с избранием Романовых эту понятную, твердую власть получили. Россия сосредоточится, она снова соберется с силами, экономика, хозяйство наладится, и снова по второму кругу пойдет неизбежное собирание исконных русских земель. О чем мы с вами и поговорим при следующей встрече. Спасибо вам за любовь к русской истории и всего самого доброго.